Так та женщина в маске с Ренуаром твоя сестра? Да, догадаться было несложно. Ее зовут Алисия. Что с ней не так? Вечно ходит в маске, ни слова не говорит, только смотрит. Она... Случился пожар. Давно. Ее лицо и горло сильно обгорели, и в общем... Да. Зачем они приходили на меня посмотреть? Я не знаю. Сам удивился, когда ты мне рассказала. Она помогала мне раньше, и я думал, что поможет опять. Но, кажется, она выбрала другую сторону. Семья – сложная штука, да? Да. Хочешь забрать повязку? Что? Я чувствую себя обманщиком, когда ее ношу. С учетом всего, что... Нет, оставь себе. Ты же сказал, выбрал сторону, так? Верно. Ты не злишься на меня? Как ни странно, нет. Я ненавижу секреты, но... Гюстав говорил, что людям надо доверять. Важнее то, что ты делаешь. Я тебе доверяю. Спасибо. Люне. Ладно. Поговорим потом. Вот чего я понять не могу. Зачем оставаться одному на континенте? Почему не вернуться в Люмьер? Я возвращался. Я вернулся. Помог отстроить город. После разлома у нас не было ничего. Ни еды, ни жилья. Ничего. Должно быть, там царил хаос. Ничто так не оголяет в людях лучшие и худшие стороны, как конец света. Я почти скучаю по тем временам. Купол, помнишь? Мы с отцом помогали его возводить. О! А почему ты снова ушел? Самые первые экспедиции. Они отправлялись искать и спасать уцелевших. Мы тогда не знали про художницу. Просто хотели найти своих близких. Я искал свою мать. Понимаю. Но на этот раз ты уже не вернулся. Люди мне не доверяли. Видимо, верить мне непросто. Возможно. Видимо, они считали, что я знаю больше, чем говорю. На полпути к Монолиту меня попытались убить. Я чудом выжил. Это похоронило мое желание возвращаться домой. А сама ты как? Скучаешь по дому? Всю свою жизнь я изучала художницу и монолит. Я там, где должна быть. Какой заковыристый способ уйти от ответа. Ну да, есть вещи, по которым я скучаю. Ты интригуешь и увиливаешь.
Ладно, если ты настаиваешь, то я больше всего скучаю по выпечке. О, прекрасный выбор. Я тоже по ней скучаю. Что? Этот разговор был хорош. Высокая оценка. Тебе столько лет, а ты ни одного Аксона до сих пор не победил. Это не так уж просто, вообще-то. И ты считаешь наши шансы близки к нулю? Не думал, что тебя волнуют такие подсчеты. Нам с Люне осталось меньше года. Но Маэль — дело другое. Время историй? Дай подумать. Слушай, ты 60 с лишним лет на свете живешь. У тебя должна быть уйма баек. На самом деле больше 100, так что выбрать непросто. Тебе 100 лет, и ты страдаешь от нерешительности? Ладно, ладно, дай подумать. Хорошо. Я расскажу тебе кое-что глубоко личное. О, я вся в нетерпении. Это про мои волосы. Волосы? Ты как-то слишком буквально понял. Темное и личное. Эй, я делюсь с тобой сокровенным. Так ты будешь слушать или нет? Делись, пожалуйста. Вскоре после разлома мои волосы стали совершенно белыми, как у старика. К счастью, в селении Жестрали есть один парикмахер. Чудесно красит все, что угодно. Удачно. Вот только он вечно дрыхнет, когда я туда прихожу. А его ученик мешает цвета, как бог на душу положит. Повезло, что я сейчас не лиловый. Лиловый прикольный. Ну вот, твоя очередь. Я просила темное и личное. Белые волосы. Старик, я тут почти душу обнажил. Все, что ты обнажил, это свое тщеславие и неумение назначать встречи. Тщеславие? Я не... Эй, это не у меня сплошные браслеты и кольца. Вообще-то, браслеты мне подарили ученики на добрую память. Потому что мы с ними, скорее всего, уже не увидимся. Не обязательно. Я, может, оптимистка, но и реалистка тоже. Моей младшей ученице 6 лет. Ее родителей сотрет Гамаш, когда ей будет 12, а сама она доживет только до 21. Ее родители все рассчитали. 12 лет они будут семьей, а всего их дочери достанется 21 год жизни. Вот такие решения мы вынуждены принимать. Чем раньше заведешь детей, тем больше времени ты сможешь с ними провести, и тем более долгая жизнь у них будет. А с каждым упущенным годом... Ты сокращаешь жизнь своему ребенку. Именно так. Но у тебя детей нет. Верно, нет. Зато есть ученики. Моя подруга Софи сказала еще лучше. Она сказала, что любит своих детей слишком сильно. И лучшее, что она может сделать для них, это их не заводить. Видишь? Темное и личное.
Ты высоко задрала планку. В другой раз приходи с историей получше. Мне очень жаль, старина. Мы вернем Ноко. Я знаю. Я готов. Ты только скажи. Когда придет время. Сразу как покончим со всем этим. Не вижу, ты стал сильнее. Ну, я-то не провел последние годы, прячась в горах. Ты про гору, где пилигрим рассек тебя надвое, и ты звал меня на помощь? Да, про гору, где тебя затоптал сталакт, и мне пришлось тебя вытаскивать. Хочешь сразиться? Ну, в отличие от Джестралии, мне иногда надо спать, так что я пас. Ясно. Трусишка. Должен признать, я тебя боюсь. Хорошо. По крайней мере, ты стал мудрее. Мне не хватало наших вылазок. Да, тебе тоже, я знаю. Помнишь наш первый бой с дуалистом? Еще бы. Такое забудешь. Он задал нам хорошую взбучку. А как мы пытались доплыть до острова с красными деревьями, и тебя сожрала змея. О да, казалось, что и у змеи в брюхе можно жить, если ты бессмертный. Но вот прорубать себе путь наружу — это был кошмар. А помнишь, как ты на целый год застрял в ловушке под тем домом? А ты думал, что я вернулся в селение и ушел без меня. Хорошее было время. О, а помнишь как? И правда, хорошее. Я злюсь. Эске? Я просто в бешенстве. Из-за Ноко? Это было подло. Я думал, он добрее. Это вообще не тот Ренуар. Он не... Я знаю, дружище. Я тоже злюсь. Она мне кого-то напоминает. Кто? Майя? Я с ней встречался раньше. Ну, ты про Сиэль так думал. Так это ж правда. Погоди, или нет? Ты сам говорил, что для тебя все люди на одно лицо. Так это потому, что вы все родня. Такие же, но разные. Верно. Может, в этом и причина? Да. Так же, как Версо в родстве с Версо, так и Маэль в родстве с Маэль. Да, вот оно что. Да чего же ты премудр?
Знаешь, я даже, кажется, почти все понял. Это нормально не понимать, Версо. Я все равно считаю тебя мудрым. Иногда ты просто несешь околесицу, да? Вот поэтому мы лучшие друзья. Готова к встрече с аксонами? Снова кидаешься камнями? Тебе стоит попробовать. Эскье бы ужаснулся, если бы узнал, что мы кидаем камни в озеро. Или он был бы счастлив, что мы отправляем их в полет. В короткое, веселое приключение. Что-то вроде экспедиции для камешков. Точно. Выходит, ты люмьер? Да, наверное. Я отправляю их в путешествие и наблюдаю издалека. Камень за камнем, камень за камнем. Осознавая, что они никогда не вернутся. С печалью осознавая, что это не остановить. Именно. Да, я тоже люблю депрессивные стихи. Ну, меня это не удивляет. Так вот, что ты все время пишешь в блокноте. Депрессивные стихи? Они не все депрессивные. Ну и о чем же ты пишешь? По-моему, ты не из тех, у кого на душе солнечно и радужно. В основном поэтические оскорбления в адрес Монока. Я тут недавно сравнил его с совиной гуской. Для меня сочинительство — это катарсис. Помогает достать мысли из головы и переложить на бумагу. Придать форму эмоциям. Покажешь? А ты мне свои покажешь? У меня там все слишком личное. Ну, так и у меня тоже. Да, но в глубине души тебе наверняка бы хотелось, чтобы кто-то это прочел. Ладно, идет. Я покажу тебе свои стихи, если ты покажешь мне свои. По рукам. Будь милосердна. Не могу ничего обещать.
Итак, это остров Многоликого. Тот, кто охраняет истину ложью. Это что, лица? Бесконечное множество. Остров поет? Это мелодия. У меня мурашки по коже. Чего это она? Она не нападает. Будто приглашает. Да, похоже. По-моему, ловушка. Ну, хотя бы раз можно, например, пройти. Точно лучше постоять в драках с вронами. Нет, Версо прав. Что-то не так. Я безобиден. Это вам ни к чему. В таком случае, наше оружие тоже не причинит вреда. Душа. Что ж, многоликий приглашает в свои покои. В конце пути. Вы выйдете за этим. А куда идут остальные? Можете сами увидеть. Маски не только скверны, они способны осветить. Ищите нужные вам маски. Маски? Приглашение в силе. Так. Напрямую к Аксону? Или другие пути?
надвигается буря. Грома течет. Пробью себе путь. Я видела твое будущее. Осторожно. Сияние грядет. Держитесь. Они выглядят такими радостными. Мне почти завидно. Внешне, по крайней мере. Тот, кто охраняет истину ложью.
Так. Цель, внимание! Буду уклоняться. Перекрасим их. Так. Не сегодня. Он метит в тебя. Приготовились! Потягайся со мной. Хрома течет. Понеслись! Осторожно. Я готова. Не впечатляет. Надвигается буря.
Я пробью себе путь. Твой огонь станет моим. Держитесь! Мой черед. Понесли. В укрытие! Не впечатляет. Надвигается буря. Только попробуй. Мой черед. Хорошая находка. Только попробуй. Осторожно. К бою готов. Я жду. Хрома течет.
Ты не справишься. Ах ты, ох. Понеслись. Держитесь. Твой огонь станет моим. Понеслось. Твоя карта. Держитесь! Ты не справишься. Хаос. Уклоняйся, Сель! Осторожно. Надвигается буря. Осторожно! Понеслись. Вот твоя карта. Берегись.
Земля, восстань! Осторожно! Ты не справишься. Люне, осторожно! Давай, бей! Сияние грядет! Пора ускориться. Смотри в оба, Версок. Содрогнись в страхе! Только попробуй. Ничего, справлюсь. Твой огонь станет моим.
Я готова. Вот твоя карта. Люне, берегись! К бою готов. Понеслись! Осторожно, Версо. Понеслось. Не сегодня. Только попробуй. Ну что ж. Приготовились.
Понеслись. Ну что ж. Запятнаем их! Земля, восстань! Он метит в тебя! Смотри в оба, Версо. Пора ускориться. В укрытие! Осторожно! Фулл хаус. Я заберу твою жизнь. Я жду. Потягайся со мной. Берегись! Ну что, позабавимся? Пора рискнуть.
Люне, берегись! Опасность! Осторожно, Версо! Люне, осторожно! Ну давай. Смотри в оба, Версо. Я готова. Содрогнись в страхе! Полный комплект. Ну что ж. Осторожно. Я жду. Покончим с этим. Я это сделаю. Понеслось. Люне, осторожно! Максимальный урон! Опасность! Осторожно! Я заберу твою жизнь. Как Феникс.
Я жду. Это наш шанс! Пора нанести удар. Я заберу твою жизнь. Берегись. Это наш шанс. Пора ускориться. Пора кончать! Понеслись! Буду уклоняться. Я это сделаю. Окрасим их смертью. Содрогание в страхе. Не сегодня. Погибну. Значит, погибну. Я заберу твою жизнь. Понеслись! Повысим ставки. Я в деле.
Я это сделаю. Нить твоей жизни истончилась. Я жду. Перекрасим их. Я готова. Сейчас или никогда. Пора рискнуть. Вы это слышали? Это был Аксон. Разрушение масок причиняет ему боль. Тогда продолжим. 내가?
Pominęli Swarakimu, Egawiru Kumipo. Omikira!
течет. Угроза. Перекрасим их. Полный комплект. Ты не справишься. Понеслись. В укрытие. Земля, восстань! Вот твоя карта. Он метит в тебя. Мой черед. Твой огонь станет моим. Буря надвигается. Угроза. Понеслась. Я пробью себе путь. Понеслись. Осторожно. Это наш шанс. Я жду. Понятно, что это невроны, но видя чужую скорбь,
не могу не сочувствовать им. Благородное, но, безусловно, самоубийственное чувство. Понеслись. Опасность! Осторожно. Уклоняйся, Сель! Понеслись. Так. Не сегодня. Ну что ж. Смотри в оба, Версо. Только попробуй. Буду уклоняться. Я готова. Понеслись. Сиаль, внимание. Сейчас или никогда. Давай, бей.
Я пробью себе путь. Уклоняйся, Сель! Не сегодня. Я это сделаю. Надо бы побыстрее. Вынес. Смотри в оба, Версон. Я готова. Буря надвигается. Он метит в тебя. Уклоняйся, Сель! Погибну. Значит, погибну. Ну давай. Погибну. Значит, погибну.
Ему это точно не нравится. Кажется, я нашла еще один проход. Хорошо. Мы его ослабляем. Странное чувство. Уми? Ukiniga ektomano fornukito. Juroto sala. Sakara kipulero maitis. Все уничтожено. Вообще-то я люблю учинить небольшой разгром. Но тут все как-то не так. Вся эта ярость. Я пробью себе путь. Держитесь. Угроза. К бою готов. Я в деле. Смотри в оба, Версо! Буря надвигается. Он метит в тебя! Я готова. Вот твоя карта. Осторожно. Я жду.
Берегись.
Не впечатляет. Потягайся со мной. Ты не справишься. Сияние грядет. Ну, сыграем. Угроза. Я готова. Сиэль, внимание. Буду уклоняться. Твоя участь предрешена. Смотри в оба, Версо. Хрома течет. Мой черед. Понеслись. Вот твоя карта. Только попробуй. Хрома течет. Я в деле. Пора ускориться. Пусть потекут чернила.
Я готова. Хорошо. Я жду. Буря надвигается. Земля, восстань! Сиань, внимание! Понеслись. Ну, сыграем. По-моему, это все. Теперь мы сможем сразиться с Аксоном. Откликнемся на его приглашение.
Манока, что значит тот, кто охраняет истину ложью? Именно то, как это звучит. Охраняет, в смысле бережет или стережет? Да. Ты его разозлила. Я пробью себе путь. Быстрее! Ну давай! Цель помечена. Вот твоя карта. Не впечатляет.
Будет больно. Давайте поднажмем. Гром, греми! Сейчас или никогда. Получай! Осторожно. Импровизация мой конек. Надвигается буря. Берегись! Полный комплект. Твой номер нарисован. А теперь быстро. Это еще не конец. Потягайся за мной. Нет права на ошибку. Отчаянная попытка. Уклоняйся, Сель! Это больно. Фортуна, лучше сегодня. Будет больно. Люне, берегись! Погибну. Значит, погибну. Твой образ закончен.
Доспех огня! Ты не справишься. Импровизация — мой конек. А теперь быстро. Сейчас или никогда. Вот твоя карта. Всем непременно нужно знать, что скрыто под маской. Спереди, сзади, ректо, версо. Искусство всегда и окно, и зерцало. И чья это маска? Неважно. Безобидный. Это он, Аксон. Нам всем нужны маски. Гром, греми! Бывало и хуже. Погибну, значит погибну. Твой образ закончен. Сиэль, внимание! Давайте поднажмем. Я пробью себе путь. Я это сделаю. Сейчас или никогда.
Я больше не проиграю. Давайте поднажмем. Я что, опять умер? А теперь быстро. Погибну. Значит, погибну. Смотри в оба, Версо! Ощути ожог. И я в деле. Смерть ждет. Как скверно. Давайте поднажмем. Мой черед. Будет больно. Бывалые фразы. Ты ему нравишься.
следует. Потанцуем. Эти пятки прекрасны. Сладкий вкус боя. Насилие! Справились. Погоди. Дитя, маски нужны всем. Но с какими целями? Эта маска бесполезна. Потому что это я. Ты цела? Что это было? Аксон мертв. Отнесем это куратору. Это был Версода. Ренуар?
Я? Хочешь, чтобы я вручила это тебе? Почему? Это же... Я видела... Это... Что такое? Я видела... Это... Ренуар? Как-то и мне он мерещился. Это оставило след. -1, еще один остался. Следующий будет сложнее. Решил исправить свое фиаско с историей? Если честно, я не ожидал, что все так быстро станет серьезным. Я заметила. Сомневаюсь, что этот вызов тебе по плечу. О, я справлюсь. Собственно говоря, я принес тебе историю. На сей раз хорошую? Да. Ну, ты сказала, что я тщеславен. Нет. Ты сам сказал, что ты тщеславен. Стал бы тщеславный человек сохранять этот шрам. Я мог бы его исцелить, но не делаю этого. О, и почему же? Он напоминает мне, какую цену я заплатил за свою самостоятельность. Но ради этого пришлось уйти от людей, которые были мне дороги. Вот, это тебе мое темное и личное. Мне кажется, эта история осталась недосказанной. Полагаю, это не совпадение, то, что у Ренуара такой же шрам. Ты заметила?
Да. У нас почти на все были разные взгляды. На тактику, на наши цели. На то, какие границы нельзя переступать. Я должен был уйти, но он был против. Вы подрались? Впервые за все время мы подняли друг на друга руку. Если ты способен исцеляться по собственной воле, значит, Ренуар тоже так может. Но он сделал тот же выбор, что и ты. Любопытно. Я никогда об этом не задумывался, но ты права. Но как? Годится тебе такая темная и личная страничка моей истории? Это было весомо. Достаточно, чтобы ты рассказала, откуда у тебя шрам на животе? Ну, у каждого из нас есть незаживающие шрамы, верно? Глубокая мысль. Эта история останется на потом. А вообще шрамы тебе идут? Знаю. На самом деле я их потому и сохраняю. Так и знала. Ты была права. Насчет? Насчет наших шансов прикончить Аксонов. Близки к нулю, но не равны. Но не равны. Ты любишь кошек? Чего? Ты любишь кошек? По-моему, ты слишком долго жил один и разучился общаться с людьми. Просто у меня такое ощущение, что ты кошатница. Ты ошибаешься. А вот собака у меня была. Ее звали Лапа. Ты назвала собаку Лапой? Это как если бы родители назвали меня Ногой. Моя сестра ее так назвала, когда мы были маленькими. Стелла. Она была талантливой художницей. Такой пылкой. И всю жизнь прожила на полную катушку. Вы были близки? В детстве, да. Но у брата и сестры была своя жизнь. Родительские исследования их не интересовали. Да, семья сложная штука. Я рада, что у них была хорошая жизнь. Соль был замечательным старшим братом. Вообще, так я с Гюставом и познакомилась. Соль встречался с его сестрой. То есть вы с Гюставом были знакомы давно? Слишком много личных вопросов. Что? Правда? Ладно, можем опять поговорить обо мне, если хочешь. Как великодушно. Спрашивай. Я готов к откровенности. Давай, спрашивай, что хочешь. У нас вся ночь впереди. Но помни, ты сам это предложил. Ты любишь обезьян? О, да ладно.
Тебе тоже снятся кошмары про Ренуара? От него трудно избавиться. Да. Каково было расти в Люмьере? Если не считать того, что я была грустной, одинокой сироткой, прекрасно. Впрочем, если так подумать, в Люмьере все сироты. Сколько лет тебе было, когда не стало родителей? Мне... года 3, наверное. Ну да. Я оказалась нежеланным сюрпризом. Они никогда не хотели детей. И уж тем более незадолго до своего гамажа. Паршиво это было, насколько я понимаю. И для тебя, и для них. Да, это точно. А потом их не стало. Меня кидало из одной семьи в другую. Я их всех даже не вспомню. Я была своего рода ребенком со странностями. Как и я. Что, правда? Правда. Меня интересовало только мое пианино и мои краски. Со мной было чуточку хуже. Меня мучили кошмары, и я все время говорила сама с собой. И постоянно убегала из дома. Нет, если это считать ненормальным, тогда каждый из нас не в себе. Я вообще думаю, что в чьих-то глазах мы все детишки со странностями. Меня все воспринимали девочкой со странностями. Даже Гюстав? Вроде того. Они с сестрой потому меня и взяли. Никто больше не захотел. Ну и я подозреваю, Гюстав и Эмма сами в детстве были не от мира сего. Поэтому меня и полюбили. Видишь? Все странные. Чем ты занималась в Люмьере? Сиэль была фермершей, Люне исследовательницей, Гюстав инженером. А ты? Никто не брал меня учиться ничему интересному. Так что я бегала по поручениям со склада на склад. Но мне это даже нравилось. Я изучила все городские закоулки. Наверное, лучше, чем кто бы то ни было. Да? А где было твое любимое место? Висячие сады. Мы с Гюставом часто туда поднимались. Ты скучаешь по Люмьеру? Да. Скучаю. Не просто по городу, а по той жизни, фестивали, сады, танцы в гавани всю ночь. В общем, до всего этого. Но этого дома больше нет. И не только места, но и людей тоже. Теперь у тебя есть мы. Да. А у вас есть я. Так что, тебе хотелось бы танцевать всю ночь напролет? Лучше спроси Сиэль. Кажется, ты был прав насчет этой экспедиции. Впечатляющая команда. Они начали тебе нравиться? Возможно. Еще бы.
полируешь свою коллекцию невроньих ног? Да, согласись, они прекрасны. Прекрасные? Ну, так тоже можно сказать. Отсутствие у тебя энтузиазма меня разочаровывает. Полируешь ты их зачем? Воин всегда должен быть готов к бою. А бой — это не только тело, но еще и разум. Разум, говоришь? Вообрази, что ты Неврон. И тут ты видишь меня. И я несусь на тебя, размахивая отлично отполированной и сверкающей конечностью кого-то из твоих собратьев. Вообрази себе этот ужас. Это правда. Я бы не захотел драться с тем, кто машет твоей волосатой ногой, как дубинкой. Хотя это скорее вопрос запаха, а не испуга. И тут я превращаюсь в одного из них. Ха! Устрашение и смятение. Одного этого довольно, чтобы бой был выигран. А дальше уже зачистка. О, ты прав. Я ощущаю себя запуганным до смерти. Советую попробовать. Хоть ты и не можешь превращаться, это все равно вселит ужас в сердца врагов. Гляди, ну разве это не прекрасно? На, держи ногу. Все в порядке. Я думаю, тема устрашения у тебя закрыта. Мы же не хотим быть слишком устрашающими, чтобы все невроны разбежались, верно? А то с кем мы будем сражаться? Здравая мысль. Я беру на себя устрашение, а ты зачистку. Зачистку, да? Угу. Что ж, в таком случае, хочешь пойти и попугать сталактов? Все равно надо убить время. Да, конечно. Это будет очень даже захватывающе. Но лучше давай потом. Мне правда надо надраить эти ноги. Еще 2 десятка осталось. Я по тебе скучал. Вот отлично. Тогда подвинься и дай мне тряпку. Начистим эти ноги до блеска, чтобы они ослепляли наших врагов и заставляли их бежать. Узнаю этот взгляд. Чего ты так насупился? Эти маски. А что с ними? Ты завидуешь? Но почему? Я тоже должен летать. Так может, хватит тогда терять каменюки? Как ты вообще их теряешь? Разве ты не глотаешь камни? Иногда я начинаю хохотать и не могу остановиться, и... Ладно, я понял, это, да, сложно контролировать. Симпатичная повязка. Да, теперь официально. Мы члены шальной экспедиции.
Ты завидуешь? Я же больше всех работаю. И где тогда моя повязка? Так ты тоже хочешь повязку? Возможно. У тебя и рук-то толком нету. Неправда. И вообще, я хочу повязку на голову. Да у тебя голова просто огромная. Это же сколько ткани уйдет. У меня мозг большой. Ладно, мансиньор Большой Мозг. Я попробую что-нибудь придумать. Теперь доволен? Это самая чудесная вещь на свете.
Ничего, если я сыграю. Что за мелодия? Кажется, знакомой. Я играл ее когда-то своей сестре. А еще можешь? Конечно, у нас вся ночь. Ну что, готова? Сам-то готов? Ну, конечно. Мне нужно немного места. Ладно. Эске, готов?
Здесь все такое непривычное. Таких мест вообще не было до разлома. Красотища. Очень сюрреалистично. И это Аксон? Сирена, играющая с чудесами. Бетон. Это так. Люне? Что происходит? Я не знаю. Она манипулирует эмоциями. Сосредоточься. Вспомни свою цель. Осторожно, ее не зря называют играющей с чудесами. На самом деле она играет с сознанием. Поспешим, пока не обезумели. Отлично! Не смотрите на нее слишком долго, а то сойдете с ума. Я видел, как люди сигали с обрыва и от мимолетного взгляда. Это зачаровывает. Этот танец кажется мне знакомым. Таким танцем учили в Люмьере?
Не думаю. Впервые такое вижу. Хрома течет. Цель помечена. Вот твоя карта. Буря надвигается. Ты не справишься. Опасность! Ощути ожог! Осторожно, Версо. Это пригодится. Твой огонь станет моим. Люне, берегись! Угроза. К бою готов.
Жиль 55-е. Ничего не понимаю. До сих пор оружие работало безупречно. Добавить Пиктосам музыку — это был гениальный ход. Но здесь звуки вообще не действуют на невронов. Они словно и не слышат нашу мелодию. Танцуют на собственный лад. Мы зашли в тупик. Я так скучаю по своим девочкам. Сердце разрывается. Ведь я мог бы сидеть сейчас дома, играть им и смотреть, как они танцуют. Рошель уже, наверное, родила. Я мог бы качать на руках своего первого внука или внучку. А вместо этого я здесь. Но нет-нет, еще не все потеряно. И кто-то же должен за них воевать. Я не могу их подвести. Барабаны. Вдруг это сработает. Нашу музыку они не слышат. Так может, хотя бы почувствуют ритм. Люне, берегись! Потягайся со мной. Давай, бей. Опасность! Уклоняйся, Сиэль! Буря надвигается. Погибну. Значит, погибну. Люне, берегись! Опасность! Не сегодня. Пригодится. Буду уклоняться. Ты не справишься. Шальная экспедиция, да? Берегись!
Любопытно. Ну давай! Ну давай! Мой черед! Будет боль! Как скверно. Так. Только попробуй. Это больно. Повысим ставки. Получай. Давай, бей. Ничего, справлюсь.
себя! В укрытие! Погибну. Значит, погибну. Класс! Пригодится. Отлично!
Как мило.
Что это тут у нас? Не сегодня. Ощути ожог! Я видела твое будущее. Сель, уклоняйся! Какое тут все громадное. Спасибо экспедиции 67. Они разрушили немало стен, чтобы пройти дальше. Без этого никак. Чувствую себя как дома. Хорошая находка. Любопытно.
Это пригодится. Берегись! Пора пролить чернила. Надо снять защиту! Нет, удар! Пламя спасет! Опасность! Люне, готовься! Держитесь. Вот твоя карта. Я готова! Точность и мастерство! Я в деле. Я в деле.
Этот удар мой! Это еще что? Ткач. Он работает на Сирену. Так это он все это создает. Надо его прикончить. Это должно ослабить Сирену. О, как мило.
В укрытие! Буря! Надвигается. Гром! Греми! Отдай мне свою жизнь. Я готова! Прицельный удар! Потягайся со мной. Давай, бей. Буря надвигается. Я! Берегись! Надвигается буря. Гром, греми! Огонь поможет! Ощути ожог! Сейчас или никогда. Буду уклоняться. Как скверно. Твой черед танцевать.
будет больно. Превосходно. Это не удавалось ни одной экспедиции. Ни у одной другой экспедиции не было преобразователя люмины. И все же эта победа почему-то не радует.
Окрасим их смертью! Я готова. Это моя вина. Сиэль, уклоняйся! Парируйте! Буря надвигается. Опасность! Я в деле. Вот твоя карта. На позиции! Прошу тебя, не умирай! Люне, берегись! Это больно. Я буду стараться лучше. Грациозность и лаконичность! Потягайся со мной. Уклоняйся, Сиэль! Окрасим их смертью! Надо снять защиту! Давай, бей! Бей, молния! Потягайся со мной. Фортуна улыбается сегодня. Так. Финал. Хрома течет. Ощути ожог! Осторожно. Потанцуем.
Давайте поднажмем. В укрытие! Ты мое спасение. Вот твоя карта. Осторожно, Маэль! Я готова! Давайте поднажмем. Как Феникс. Так. Я! Грациозность и лаконичность! Так. Берегись! Давай, бей! Так. Вот твоя карта. Я готова. Вот твоя карта. Давай, бей. Я жду. Погибну. Значит, погибну. Славно. Я жду. Этот сладкий привкус боя.
самого низа. Пусть потекут чернила. Надвигается буря. Вот твоя карта. Давай, бей. Ощути ожог! Я жду. Я видела твое будущее. Я готова! Ощути ожог! Не сегодня. Так.
Я готова. Давай, бей. Я жду. Идеально. Kumpaa kihrasi? Sado vero.
Буря надвигается. Клинок, рассекай огонь! Пусть потекут чернила! Буду уклоняться. Надо снять защиту! Клинок, рассекай огонь! Пусть потекут чернила! Ощути ожог! Глаза не обманут. Прошу вас, не умирайте! Надвигается буря. Держитесь! Ангар! Надо снять защиту! Понеслось. Я видела твое будущее. А теперь потанцуем!
Теперь не уйдешь. Кому-то будет больно. Люк, экспедиция 67. Взрывчатки у нас больше нет, но мы понаделали достаточно дыр, чтобы добраться до громадной женщины в центре. Вот только что-то странное с нами творится. Непонятные чувства захлестывают с головой, вроде и наши, и не наши в то же самое время. Маргарита считает это отголоски эмоций гигантши. Эмпатический дистресс. Так она, кажется, это назвала. Как если бы ее сознание затопляло все вокруг. Возможно, мы просто останемся тут и послушаем музыку.
Неплохо. Наконец-то мы у цели. Она ждет в конце туннеля. Тогда нужно подготовиться, прежде чем мы туда зайдем. Она еще грандиознее, чем я думала. Люне, с тобой все хорошо? Уверена, я видела этот танец раньше. Укрытие! Я готова. Пора пролить чернила. Так не пробиться! Маэль! Держитесь! Этот удар мой! Ощути ожог! Получай! Это для меня!
готова. Готовься! Парируйте! Я в деле. Не бойся, я рядом. Я жду. Давай, бей. Ну, сыграем. Только не плачь! Погибну, значит погибну. Сиэль, уклоняйся! Пора пустить кровь. Глупое решение. О да, танцы я люблю. Но это было опасно.
пощады. Я пробью себе путь. Приготовились! Пора пустить кровь. Мой черед. Берегись! О да, танцы я люблю. Ну давай.
Это снова ты? Кто ты? Майя? Что ты увидела? Не поняла. Женщина была... Почему мне все это видится? Тоже ты?
Наконец-то ты здесь. Мы все здесь. Ты готов? Да. Монока, давай я тебя подстригу. Ну и почему я должен повестись на подобную глупость? Ну, хоть чуточку. А то выглядишь как метла-переросток. Ага, конечно. Сам-то давно в зеркало смотрел. Мы о тебе говорим, а не обо мне. Не припомню, чтобы я интересовался твоим невежественным мнением. Хватит ворчать. Давай-ка, добавим тебе шика. Тогда ты первый. Не глупи, мы будем выглядеть по-дурацки с одинаковыми стрижками. Или будем выглядеть сногсшибательно. Запросто. Ну ладно, смотрится и впрямь недурно. Хорошо, я готов. Фигач стрижку. О, да, и правда ведь неплохо получилось. Прекрасно. Мы теперь... Я скучаю по Соури. Я тоже. Ты знал, что Соури была моей первой каменюкой? Правда? Франсуа ужасно завидовал, но он получил подарок от Клеа. Погоди, так у Франсуа что, есть свои камни? Зачем же он тогда ворует твои? Потому что мы с ним друзья. Франсуа такой забавник. Любуешься звездами? Звезды — это небесные яблоки. Мне нравится то, как ты видишь мир. О, вон то созвездие на Франсуа похоже. Да, потому что оно круглое, как Франсуа. Да, оно мягкое и пушистое. Мы с тобой об одном Франсуа говорим? О том, который мансиньор Кисляк? Он не угрюмый, просто грустит, скучает по Клеа. Фрон раньше весь был так... Уи? Да. Уи! В те времена, когда в мире еще никого не было, Я понял. А что насчет... столько веков прожить без лучших друзей. А почему же ты не скис, как Франсуа? Я очень даже Ого. Но теперь-то ты в порядке? Я тоже. То есть можно сказать, что ты сам... Уи-у, м? Как же ты хорошо меня понимаешь, Версо. Я сам в каком-то роде... Уи. Хотя я последнее время куда больше чем уи. Ха. А вон то чем-то похоже на Монока. А если прищуриться и лицо так перекосить слегка, то рядом с ним почти что Нокко.
Поверить не могу, что мы так близко. Да. Спасибо. Сиэля казалась права насчет тебя. О, вообще-то это я должен благодарить. В одиночку у меня бы ничего не вышло. Солнце взойдет. Вот и моя совушка. Совушка? Кажется, ты никогда не спишь. Я сплю. Я сплю достаточно. Что тебя тревожит? Спроси лучше, что меня не тревожит. Говорю, как один не спящий другому. Мгм. Иногда я просто не могу остановить поток мыслей. Это как взяться за пазл и не отходить от него, пока не сложишь вместе все детали. И какой пазл ты складываешь нынче? Говорящие невроны. Кажется, у них есть личность, мысли и чувства. И я пытаюсь понять, что они говорили. Возможно, это важная часть пазла. Нужно поискать новых и поговорить с ними. Я этим уже занимался. Обычно они несут чушь, не возлагая особых надежд. Быть может, ты просто задавал не те вопросы? О, разумеется, у меня не так много опыта, как у тебя. А сам-то ты почему не спишь? Брат мой ночной филин. Да, ну знаешь, бремя мира на плечах, истерзанная душа и все такое. А, мне попался филин-остряк? Прекращай, я-то честно ответила. Это правда. Но приятно, наверное, иногда излить душу. Угу. Еще приятнее, когда тебе отвечают взаимностью. Сон редко дарит мне отдых. Одно время меня мучили кошмары. А когда они прекратились, стало только хуже. Теперь это просто гнетущая пустота. Да уж, странно. А что ты обычно чувствуешь во сне? Боль? Ты ощущаешь время? Нужно будет понаблюдать, как ты спишь. Звучит совсем не маньячно. Ни чуточки. Это наука. Выходит, и я могу понаблюдать за тобой, пока ты спишь. Нет. Вот это уж точно будет маньячно. И то верно. Ты выглядишь взволнованным. Все хорошо. Просто нервы. Мы проделали долгий путь, чтобы сюда попасть. Для тебя даже слишком долгий. Зато ты, я гляжу, выглядишь совершенно расслабленной. Что, правда? Ты совсем не волнуешься? Конечно, волнуюсь, но мы сделаем все, что от нас зависит. И этого либо хватит, либо нет. Ты такая спокойная, тебя ничем не проймешь. Это был вопрос? Наблюдение. Люне увлеченная и целеустремленная, Маэль нервная и порывистая, а ты невозмутимая. И что тут такого? Возможно, это потому, что
Мы со смертью давно ходим бок о бок. Думаю, я мог бы то же самое сказать о себе. Смерть — подруга, которая примет меня как родную. Подругой я ее вряд ли назвал бы. Жить становится проще, если считать смерть подругой. В самом деле? Или ты просто приукрашиваешь, чтобы скрыть страх? А есть разница. Это личное дело каждого. Жизнь все равно продолжается. Интересная философия. Для столь юной особы. Верно. Я прожила на свете меньше твоего. Может, поделишься мудростью, которую накопил за свою очень долгую жизнь? И благодарен тебе за то, что ты признаешь мою мудрость. Тебя не затруднит сказать что-то про мою мудрость в присутствии Монока? А, кстати, Монока ведь еще старше тебя. И Эския тоже. Может, мне лучше с ними поговорить? О, ни в чем себе не отказывай. Почерпнешь много ценного о невроньих ногах и о каменюках. Все, что я могу предложить, это еще одну историю. Сегодня у меня нет настроения для историй. А я-то приготовил нечто неописуемо мрачное и трагическое. Прибереги ее на завтра. А сегодня займемся кое-чем другим. Что у тебя на уме? Есть варианты. Готов ли ты к авантюрам? Предлагаешь поохотиться на невронов? Что? Жду, пока ты сложишь 2 плюс 2. О, ты имеешь в виду авантюру? Ты слишком долго жил один на этом континенте. Когда ты соблазнял кого-то в последний раз? Не считая Монока? Признаюсь честно, это было давно. Ну и... Тебе не нужно спрашивать. Все еще думаешь о том, что ты видела? Хотела бы я, чтобы Гюстав был здесь. В Люмьере имя тебе выбрали родители? Думаю, да. А что? Маэль означает глава и принц. Точнее, даже принцесса. Ты вообще о чем? О значении твоего имени. Ты это вообще к чему? Ты сказала, что стало для них нежеланным сюрпризом. Но я думаю, хотя твое появление и стало неожиданным, ему все равно радовались. Твое имя показывает, как родители к тебе относились. О какой жизни они для тебя мечтали. Глава. Похоже, их мечты были покруче моих собственных. Да? А ты о чем мечтала? Ни о чем. Но на что-то в будущем ты рассчитывала? Нет. Я хотела лишь сбежать из Люмьера и посмотреть на мир, пока меня не сотрет Гамаш. И у тебя это получилось. А о чем ты мечтаешь теперь? Я не знаю. Все еще пытаюсь понять. А ты сам? Чего ты хочешь? Чего я хочу? Наверное, тоже пытаюсь это понять. Ну,
А раньше ты о чем мечтал? О музыке. Да? Да. До разлома я учился в консерватории, играл на пианино. Мне нравилось. Мне недостает выступлений в концертном зале. Когда приглушают свет, все затихают, и первые ноты разлетаются по залу. Я теряюсь в этих воспоминаниях и ощущаю музыку под пальцами. Всякий раз, когда я играю, мне кажется, у меня разрывается сердце от красоты этих нот. Звучит мило. Мне очень этого не хватает. Может, когда все это закончится, мы отремонтируем оперный театр, и ты нам сыграешь? С превеликим удовольствием. Хочу, чтобы мой первый концерт был твоим. И не переживай, я обеспечу тебе полный зал. Расклею афиши по всему городу. О, ты совсем на меня не давишь, да? Ладно, придется начать репетиции. Мы справились. Мы готовы встретить художницу. И разорвать порочный круг. Кстати говоря, знаете, тут кое-кто скрывает от нас ужасную тайну. Ты о чем говоришь? Думал, что мы не узнаем, верно? Что, никто не интересовался, из чего сделан Иске, да? Что ж, мы с Иске поболтали. Прости, Версу. Она пообещала мне сладкий Что? каменюк. Это вино?
Я хранил в нем свои личные запасы. Вино прекрасно. Обычно я не делюсь, но можно сделать исключение. Монами. Говорил же, негоже пить в одиночку. Так выпьем же за твою щедрость. И как вам это может нравиться? Вырастешь, поймешь. Может, хоть яблочный сок найдется? Ну, не буду мешать вам. Моей прекрасной сестре не нужна уродливая маска. Обнимаешь ее, но сам же обрекаешь на смерть. Ты привела его. Я не хочу драться. Но, сынок, знаешь ли ты, что значит раствориться в пустоте? Подумал ли ты о последствиях? Не для себя или меня, а для них. Их память, мечты, любовь друг к другу. Кто же на самом деле рисует смерть, а кто вместо этого жизнь? Мы живем и будем жить дальше, пока она позволяет. Ты хочешь осквернить ее дар. Иногда мы художники собственной тюрьмы. Отчаяние ослепляет. Ты считаешь, что готов на любую цену. Но готов ли ты, что они заплатят ее за тебя? Пусть же все решится у них на глазах, за решетками их тюрьмы. В тени монолита. В тени монолита.
О, и надралась же я вчера вечером. Ничего не помню. Вы меня выпили насухо, Мезами. Пьянчуги несчастные. Наконец-то мы сможем добраться до художницы. Давайте сперва убедимся, что мы готовы. У нас еще есть немного времени. Маэль. Окажешь честь? Аврель. 40-я экспедиция. ЖЖ и Эдмон летели впереди и спланировали к самому монолиту, но вдруг напоролись на какой-то невидимый барьер, и их просто не стало. Гамаш. От наших планеров проку не будет, если не придумаем, как миновать преграду. Бернар пойдет пешком и попробует отыскать проход, а мы пока спокойно подождем. Я попробую наловить рыбы. Если, конечно, морские невроны, но хотя бы мальков оставили. Покойтесь с миром. ЖЖ и Эдмон. Умолкни.